Всем привет! Не знаю, как у вас, но у нас очень жарко. Поэтому я решила сегодня приготовить холодный суп и поделиться с вами рецептом. Рецепт вкусной, любимой нашей окрошки уже есть на канале, ссылку я оставлю в описании под видео. А сегодня я приготовлю холодный суп, который называется свекольник, либо холодник. Итак, какие продукты мне для этого понадобятся? Свекла, свежие огурцы, вареные яйца, укроп, зеленый лук, сок лимона, соль, сахар и сметана. По желанию, для более насыщенного вкуса можно положить немного свежего чеснока, совсем чуть-чуть, горчицы и хрена. Подавать холодный суп я буду с молодым отварным картофелем. Для начала в кастрюльку наливаем 1,5 литра чистой воды. В воду высыпаем сахар, соль и добавляем сок лимона. Пару столовых ложек, я думаю, будет достаточно. Размешиваем и ставим на огонь нагреваться. Пока нагревается вода, мы подготовим свеклу. Нам нужно ее почистить. Свеклу я взяла среднего размера, одна чуть больше и две поменьше. Существует огромное количество вариаций на тему свекольник, именно холодный суп. У каждой хозяйки он свой. Я надеюсь, что мой рецепт вам тоже понравится. Конечно, при условии, если вы его попробуете приготовить. Очищенную свеклу я натру на крупной терке. Это уже на ваш вкус. Кто-то любит мелко нарезанной соломкой нарезать свеклу. Но я буду делать так, как мне больше нравится. А кому-то нравится, когда свекла нарезана мелким кубиком. Вода уже закипела, и в кипящую воду отправляем свеклу. Свеклу провариваем минут 7-10 и выключаем огонь. Самое главное, чтобы она у вас сварилась. Как только свекла закипит, убавляем газ и варим на медленном огне, чтобы она слегка булькала. Яйца очищаем от скорлупы. Мы их в дальнейшем будем нарезать, но я думаю, что пару яиц нужно оставить для украшения нашего блюда. Очень красиво будет, если украсить это блюдо перепелиными яйцами. Они мелкие и будут очень красиво смотреться в тарелке. Прошло 10 минут. Пробуем свеклу на готовность и заодно попробуем бульон, который у нас получился. Все ли в нем хватает кислоты, соли, сахара, вкусный ли он получился. Я думаю, что еще 2 минутки можно проварить. И я, пожалуй, добавлю еще 1 столовую ложку лимонного сока. На соль отлично, а вот кислоты немного не хватает. Все, свекольная заливка готова. И сейчас снимаем ее с огня и убираем в холодное прохладное место, чтобы она быстрее остыла. Подготавливаем остальные продукты. Огурцы нарезаем мелкой соломкой. К примеру, если вы свеклу нарезали мелким кубиком в заливку, то огурцы тогда уже тоже нужно нарезать мелким кубиком. Последний огурец делим на 2 части. Мне понадобится 1 половина, и я ее натру на терке. На терке мелкой, чтобы огурец максимально дал сок. Огурец натираем в отдельную тарелочку. Добавив немного огурца на терке, блюдо наше получится более свежим на вкус и более вкусным. Нарезанный огурец перекладываем в глубокую посуду. Нарезаем зелень. Ее мы нарежем мелко. Это нам не понадобится. Немного укропа кладем в огурец. Гомнем укроп, чтобы он отдал свой вкус и аромат. Все, так будет достаточно. Зелень перекладываем к огурцам. Нарезаем лук и добавляем в огурцы. Перемешиваем
И остается нарезать яйца. Яйца буду нарезать с помощью чудо-техники, яйцерезки. Так нарезать их очень быстро, и каждый сможет. Все подготовили, ждем, пока полностью остынет наша свекольная заливка, и убираем ее затем в холодильник, чтобы она охладилась, чтобы она стала холодной. Пока все продукты охлаждались в холодильнике, мы подготовили картофель, его сварили, он у нас готов. Я достала все продукты из холодильника. В свекольную заливку осталось добавить хрен, чеснок, горчицу. Но, как я уже говорила, это по желанию. А я добавляю маленький зубчик чеснока. Даже, наверное, это будет меньше, чем зубчик. Чуть-чуть горчицы. Горчица у меня термоядерная. И немного хрена. Хрен не такой сильный, поэтому я его добавлю немножко больше. Хорошо перемешиваю. Посмотрите, какой красивый цвет получился. Свекла не потемнела, не выварилась. Яркий, насыщенный цвет. Можно снова попробовать на вкус. Очень ароматно. Все подготовлено, можно накладывать в тарелки. Кладем ложку тертого огурца с укропом. Нарезанный огурец и зелень, яйца, можно смешать немного в тарелке, заливаем свекольной заливкой. Здесь по желанию можно много свеклы класть, можно меньше, кому как нравится. Сверху кладем ложку сметаны и украшаем яйцом. Украшаем веточкой укропа, и все готово. Как я уже говорила, свекольник я буду подавать с картошкой. По желанию можно картошку мелко нарезать, либо соломкой нарезать и добавить в сам свекольник. Кто как любит. Но я предпочитаю подавать картофель горячий отдельно к свекольнику. Заготовила ложку, осталось попробовать, что у меня получилось. Так, смешаю сметанку. Цвет реально очень насыщенный, очень красивый. Так, перемешаем. Очень освежающе. Конечно, окрошка у меня в любом случае занимает первое место, но такой холодный суп я рекомендую попробовать. С картошечкой. Очень вкусно получилось. Попробуйте приготовить по нашему рецепту. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписался. Всем пока!